Привет, Как тебя зовут? Махлиё. Я из Таджикистана. Мне кажется, Таджикистан славится своей природой, своими горами. У нас территорию занимает 93% горы, только 7% это, скажем так, низменность. Но едой вкусной, высококалорийной, ну и гостеприимностью, конечно, гостеприимность. Моё любимое место — это, наверно, на родине у папы. У них там в селе, потому что там, невероятная погода, горы, атмосфера. Мне там очень нравится. Это, знаете, это где-то на юге, скажем, Таджикистана. А какое любимое место в Перми? В Перми набережная. Определенно, определенно. Ну, действительно красивая, там приятно проводить время, особенно по вечерам летом. Хорошо, а как давно ты уже в Перми? Мы тут жили раньше с родителями в Перми, потом переехали в Березники. Сейчас я уже второй год живу здесь, так как учусь. А в Таджикистане ты жила? Нет, я не жила там Ага, никогда. никогда. Ну, переезжаешь туда. Мы едем, да, бывает, туда ездим. Как часто? Ну, раз в 2 года, 3, 4, вот так вот. Расскажи, пожалуйста, о вашей традиционной музыке. Она такая своеобразная. Мне очень нравятся наши старые, так скажем, песни, музыка. У нас есть особые музыкальные инструменты, которых, я, если честно, название даже не знаю на таджикском, но они необычны, так скажем. То есть в русской вот этой вот музыке я их никогда не слышала, чтобы использовались. Но она в основном такая как скажем, струнно, типа как гитар, но наших. И используем барабаны. То есть это два основных. Еще и как ты знаешь, как они называются? Духовые инструменты? Да, духовые инструменты. То есть это 3. Здорово. Струнные, духовые и барабанные. Есть у тебя какая-то любимая цитата, может быть, или какое-то выражение на таджикском? Наверное, забондони джахондони. Это как, если ты знаешь язык, ты знаешь мир. Это как и связано с моей тоже специальностью. Мне это тоже нравится. Традиции у нас разные. У каждого региона есть свои традиции. Но в целом у нас празднуются, например, праздники самые большие. Это Навруз, в переводе что означает «новый день», это как наш Новый год. А у нас, конечно же, 2 главных праздника, также мусульманских. Это как праздник после поста Рамадан, и праздник жертвоприношения. Ну вот самые такие 3 основных, которые я вот сейчас вспомнила. А вот домашние какие-то у вас есть традиции? Да, конечно, у нас всегда культ вот этого вот уважения старших. Нужно всегда уважать. То есть, когда заходит кто-то старший, нужно вставать младшим. Мы не едим до того, как начинают старшие есть. То есть у нас такое вот отношение разные, так скажем, нормы, которые регулируют разные эти неформальные Общение. общения, традиции, вот это вот все. А вот в доме, допустим, у вас есть какие-то предметы декора, интерьера, какие-то ваши? Наверное, ковры персидские у нас тоже пользуются популярностью, как мы тоже персы скажем. Ковры, в основном, мне кажется, только ковры. Что-то Может, у такого вас прям... посуда какая-то Да, особенная? конечно, посуда. Посуда, конечно, есть. Мне кажется, многие видели. Они такие вот, как... Нет, не атласные. Но атласные тоже, типа, как есть узоры. Но есть еще и разные, но я не смогу, наверное, так объяснить, к сожалению. Ну да, есть особая посуда, конечно. Единственное, что мне пришло в голову, это тавак. Это такое большое, скажем так, это не тарелка, такое больше даже не блюдце, как-то боул, говорят на английском, например, такое что-то типа боул подобного из дерева. Они бывают разных размеров, бывают от самых маленьких до огромных. И когда готовят еду, они кладут в эту тарелку большую, скажем, все, и все вместе садятся и едят вокруг нее. Вот мы как раз плавненько перешли к теме еды. Расскажи про вашу традиционную кухню. Какие у вас есть блюда? Ну, как я уже сказала, что она в основном такая многокалорийная, такая хорошая. Мы используем очень много мяса. Корова, баранина. Также используется много
мучных, например, блюд. Одно из самых знаменитых, мне кажется, всегда буду говорить о нем куртоп. Это такое блюдо из слоеного теста, оно такое жирненькое тоже, заливается такой кислой молочной закваской, салаты всякие, льняным маслом поливается, очень вкусно. Это, мне кажется, все, кто меня знает, уже знают об этом блюде. Конечно же, плов, самбуса, как самса говорят на русском. Ну и разные аппетайзеры, горячие, холодные, очень много разных. Джургот у нас есть такой кисломолочный продукт, типа айрана джургот, чака называем. Мы из него делаем еще крут, это такие шарики тоже кисломолочные. У нас мы едим также ревень, прям мы его очень любим. Это такой овощ, да? Это такой кисленький, да, овощ, такое растение кислое, у него стебель кислый, мы вот его очень любим есть. Также кислое вспомнила. Гура, мы это называем неспелый абрикос еще. Неспелый абрикос, он такой зелененький, с лимонным соком, с солью. Дабл такое кислое, очень вкусно. Ну, на любителя, понятное дело. А чем ты сейчас вообще занимаешься? Я учусь, я на 2 курсе на иностранных языках. Также преподавала английский, преподаю до сих пор тоже детям. И, в принципе, все. Являюсь волонтером в Международном молодежном центре во Дворце молодежи. В свободное время я в основном люблю общаться с друзьями. Они у меня все из разных стран, нам никогда скучно не бывает. Посещаем разные мероприятия, устраиваем сами. У нас как раз-таки бывают дни, когда мы готовим каждое свое национальное блюдо, угощаем друг друга. Мы тут друг другом всем делимся, нашей культурой, языками, обмениваемся всем. Нам это очень нравится, нам всегда весело, всегда бывает вместе. Какие у тебя есть мечты? Ну, цели, мечты, конечно, большие, и, как правило говорят, не нужно озвучивать до того, когда ты их добьешься, до того момента, пока ты их добьешься. Но в целом, говоря, это просто какую-то пользу принести людям хотя бы. Хоть, может, небольшую, но какую-нибудь. И просто стараться быть хорошим человеком. Важно ли вообще сохранять вот эту культурную идентичность? И почему это важно, если это важно для тебя? Конечно, важно. Как мы видим, у нас, говоря даже условно в Пермском крае, очень много народностей. И это интересно узнавать о других людях, интересно узнавать, кто был потомком кого. Интересно узнавать о том, как люди другие живут, которых ты вообще никогда в жизни не видел. Я со многими очень познакомилась, мне было очень интересно. И, конечно, нужно узнать, как сказать, идентифицировать себя как какая-то определенная нация, как определенный этнос, потому что это твоя история, твои предки. Конечно, важно. Спустя года, чтобы какой-то народ, этот этнос не вымер. Почему ты решила принять участие в проекте «Этнопермь»? Потому что я хотела показать в России, в Пермском крае, другим участникам красоту нашей культуры, рассказать о нашей культуре, чтобы популяризировать, так скажем, больше нашу культуру. И просто, как я уже сказала, пообщаться с другими людьми с других стран, потому что мне это нравится безумно. Я это люблю, я люблю общение, вот это международное, интернациональное. Поэтому решила принять участие. Откуда ты узнала про наш проект? Про проект я узнала, когда мы были на фестивале We Are осенью. Там как раз-таки был стенд. И также мы общаемся с Саидой, мы с ней вместе участвуем в Международном молодежном центре во Дворце молодежи. Так через нее и узнала. Я сразу поняла, что я буду участвовать. И какие у тебя впечатления? Мне все очень нравится, все замечательно, все прекрасно. Я очень благодарна организаторам. Большие молодцы, спасибо вам большое.